На сегодняшний день Китай занимает второе место в мире по количеству стартапов. Согласно данным Forbes China, на момент 2022 года в стране было зарегистрировано более 368 компаний-единорогов, непубличных стартапов, оцененных в более чем $1 миллиард. Однако за каждым таким проектом стоит захватывающая история риска и инноваций. Это видео об одной из таких историй – китайском автомобильном стартапе Lisyan. А именно, как зародилась идея создания, какие вызовы стояли перед основателем Lisyan и чем компания занимается в настоящее время. Знакомьтесь, Lisyan – основатель одноименного бренда Lisyan. И нет, он не назвал компанию своим именем, хотя иероглифы и звучат одинаково, но об этом немного позже. Сначала стоит рассказать о личности. Lisyan родился в Шицзячжуане, в центре провинции Хэбэй, в 1981 году, в семье среднего достатка. Его родители – выпускники Центральной академии драмы, мать преподавала в художественной школе, а отец работал театральным режиссером. В школе Lisyan был скромным учеником с оценками ниже среднего и далеко не являлся лидером своего класса. Однако его истинным увлечением стали компьютеры, к которым он проявлял интерес с 13 лет. Все свое свободное время он проводил за исследованием сборки и работы компьютеров, активно читая газеты и журналы по этой теме. Когда парню исполнилось 16 лет, его родители потратили 8000 юаней, чтобы приобрести ему компьютер. Lisyan разобрал его и собрал заново самостоятельно. Уже в старших классах он начал исследовать аппаратное и программное обеспечение, а затем изложил свои выводы в статьях, отправив их в компьютерное деловое издание. Это позволило ему впервые заработать гонорар в размере 500 юаней. В выпускном классе, в возрасте 18 лет, он начал вести свой личный веб-сайт под названием Xianka Zhijia, на котором публиковал свои статьи о компьютерных видеокартах. Заработав первые 100 тысяч юаней на рекламе на своем сайте, его доход превзошел доход родителей в 10 раз. В том же году, отказавшись от сдачи вступительных экзаменов, Lisyan выбрал предпринимательство, и это решение было поддержано его родителями. Таким образом, у Lisyan нет высшего образования, только полное среднее. В 2000 году он создал веб-сайт под названием PopOne, что можно перевести с китайского как «пузырьковая сеть». PCPop.com стал розничной и рекламной платформой для потребительской электроники, такой как мобильные телефоны и компьютеры. Позднее Lisyan переехал из Шицзячжуана в Пекин. Использовал в качестве офиса арендованную квартиру рядом с Пекинским университетом лесного хозяйства. Это позволило ему расшириться, привлечь больше сотрудников и увеличить бизнес. PCPop.com быстро стал ведущим порталом по потребительской электронике. К 2004 году его годовой доход превысил 20 миллионов юаней, а рыночная стоимость компании перевалила за 200 миллионов. Состояние Lisyan также стремительно увеличивалось. В поисках новых возможностей для развития Lisyan начал проявлять интерес к другому своему хобби – автомобилям. Он приступил к развитию раздела PCPop.com, посвященный автомобильной электронике. В 2005 году этот раздел стал частью канала PCPop под названием Тичхо Джидзя Автодом. А в 2007 году канал выделился в отдельную самостоятельную компанию. Основная цель была ясна – стать первым источником информации для китайских потребителей, которые интересуются покупкой автомобиля, и автолюбителей, которые просто ищут необходимую информацию. Благодаря своему нейтральному и объективному контенту, а также инновациям в области базы данных и фотографий реальных автомобилей, за год сайт смог войти в топ-5 самых посещаемых автомобильных веб-ресурсов в стране, без каких-либо затрат на продвижение. Хотя обе интернет-компании достигли впечатляющего начального роста, стал заметен недостаток опыта Lisyan как менеджера. Веб-сайты не приносили таких доходов, как ожидалось. Только когда в начале 2007 года к Автохом присоединился опытный менеджер-выпускник Гарварда Цин Чжи, ситуация начала меняться. Он разработал рабочие процедуры, выстроил маркетинговую и продажную стратегии и сделал компанию более профессиональной в своей работе. Выручка увеличилась несколько раз, и Цин Чжи занял должность генерального директора, поскольку Lisyan признал, что тот более подходит для этой роли. Однако совсем скоро финансовый кризис 2008 года серьезно сказался на доступности средств и рекламных бюджетах. Быстрорастущая компания внезапно оказалась в трудной ситуации, так как ее источники доходов иссякли. Тогда Цин Чжи принял решение продать 55% доли PCPop и Автохом компании Telstra, австралийской компании в области маркетинга и телекоммуникаций.
Таким образом, Ли Сян не только лишился должности генерального директора, но и больше не имел полного контроля над своей компанией. Тем не менее, восстановление автомобильного рынка после кризиса позволило Автохом продолжать свое прежнее развитие. Ежемесячное количество пользователей сайта и приложения достигло 80 миллионов человек. Успешное размещение Автохом на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялось уже в 2013 году, а состояние Ли Сяна превысило $1,5 миллиарда. Акционер Telstra также решил получить прибыль и некоторое время спустя продал купленные ранее акции китайской страховой компании Ping An. Доля Ли Сяна в Автодоме была уменьшена до 5%, что постепенно привело его к мысли о выходе. В 2014 году у Ли Сяна произошли два ключевых события, которые определили его будущий путь. Во-первых, в тот год глава компании Tesla Илон Маск впервые посетил Китай, чтобы представить Tesla Model S и изменить традиционное представление об автомобилях в стране. В рамках этого визита он вручил ключи от первых автомобилей 8 владельцам китайских компаний, включая Ли Сяна. Фактически, Ли Сян стал одним из первых обладателей Теслы в Китае. Ранее он уже размышлял о возможности запуска бизнеса с электрическими автомобилями, и Tesla укрепила его уверенность в правильности этого намерения. Ли Сян начинает обдумывать более конкретные шаги, когда бывший конкурент и создатель сайта ichigo.com Ли Бин приглашает его присоединиться в качестве сооснователя к его собственному автомобильному стартапу NIO. Ли Сян серьезно рассматривает эту возможность, однако в конечном итоге отказывается от предложения. После беседы с Ли Бином он предполагает, что у них могут возникнуть разногласия относительно будущего электромобилей. Тем не менее, Ли Сян инвестирует $15 миллионов в компанию NIO и становится одним из ее крупнейших акционеров. В следующем году Ли Сян уходит с поста президента Автохом, оставив себе позицию акционера. На тот момент чистая годовая прибыль компании составляла 11 миллиардов юаней. В апреле 2015 года Ли Сян основал компанию Beijing Chehejia, что переводится как «автомобиль и дом». Тогда у него появилась собственная автомобильная компания, которая, как можно понять из названия, фокусируется на создании семейных автомобилей. В 2016 году Ли Сян окончательно покинул Автохом. Несмотря на это, сайты и приложения до сих пор остаются лидерами в автомобильной индустрии. Изначально Chehejia получала финансирование от частных инвесторов. Среди наиболее известных были онлайн-ритейлер Meituan и компания ByteDance, известная своим приложением TikTok. За 2,5 года новая компания привлекла инвестиции в размере более 50 миллиардов юаней. И уже в 2017 году Ли Сян начал подготовку к международному IPO, создав Chehejia Technologies на Каймановых островах. Зарубежная компания получила контроль над китайскими операциями через дочернее предприятие в Гонконге и установила используемую в Китае структуру корпоративного управления VIE, которая позволяет иностранным инвесторам вкладываться в китайские компании, работающие в отраслях, где иностранные инвестиции ограничены китайским законодательством. По этой схеме иностранные инвесторы контролируют китайскую компанию через соглашение об управлении и контроле, а не через прямое владение акциями. В то время как Ли Бин и его компания NIO следовали мастер-плану Tesla, начиная с выпуска дорогих электромобилей и постепенно переходя к массовым моделям, Ли Сян выбрал совершенно иной подход. Он считал, что его новая компания вначале будет развиваться по двум совершенно разным моделям – LSEV и SUV. LSEV – это малогабаритный электромобиль с ограниченной скоростью, предназначенный для передвижения в городской среде, в то время как SUV является крупным автомобилем с дальним запасом хода для межгородских поездок. Для справки, в Китае LSEV, электромобили с низкой скоростью, представляют собой особый вид транспортных средств. Эти автомобили обладают простой технологией, работают на двигателе мощностью около 4 кВт и обычно оснащены свинцово-кислотными аккумуляторами в качестве источника энергии. Для управления LSEV в Китае не требуются водительские права. Хотя официально они запрещены на большинстве дорог, в некоторых регионах страны они пользуются большой популярностью, благодаря допуску местных властей и их доступной стоимости. В то время аналитики, включая самого Ли Сяна, ожидают, что правительство введет единые национальные правила для этих автомобилей, наподобие действующих в Европейском Союзе, и сделает их легальными. Chehejia разрабатывала свой LSEV в соответствии с правилами ЕС. Но дизайн значительно отличался от ультрадешевых LSEV, к которым привыкли китайцы. Автомобиль имел современный внешний вид и два места, одно для пассажира на заднем сидении, аналогично Renault Twizy. Также использовались передовые технологии, такие как современный двигатель и съемный литий-ионный аккумулятор.
который можно извлечь и зарядить в домашних условиях. Несмотря на то, что LECV должен был быть доступен для частных покупателей, Lisyan в основном ориентировался на каршеринг и услуги заказа машин. В 2018 году Чжоходзя даже достигла соглашения о совместном предприятии с Didi, крупнейшим сервисом такси в Китае. Однако план проваливается вскоре после этого. Оказалось, что правительство не проявило инициативы по легализации автомобилей категории LECV. Это стало настоящим ударом для Чжоходзя, которая уже построила современный завод в городе Чанчжоу, провинции Цзянсу, и уже начала небольшое тестовое производство своих автомобилей. Поэтому в первой половине 2018 года Чжоходзя полностью отказалась от проекта и продала третьим лицам все свои активы, включая прототипы, аккумуляторные блоки и интеллектуальную собственность. Интересно, что проект LECV так и не был реализован под другим брендом. Компания была вынуждена начать все сначала и сосредоточиться на проекте SUV – автомобиле с длиной 5 метров и возможностью вместить 6 человек. В 2019 году Чжоходзя Technologies изменяет свое название на Lisyan Auto. Слово Lisyan на китайском означает «идеальный». Это действительно амбициозное название для стартапа. Также слово Lisyan является омонимом имени основателя компании, что делает название еще амбициозней. Некоторое время также использовался брендовый знак Lisyan Auto. Но в 2020 году компания сокращает его до Li, а сама компания переименовывается в Li Auto. На китайском языке бренд часто называют Lisyan. Слоган компании «Создаем мобильный дом, создаем счастье». Философия бренда Li Auto основана на концепции дома. В апреле 2019 года Li Auto представила свою первую модель One, начав производство этого автомобиля в ноябре того же года. Модель One оснащена батареей емкостью 40 кВт-часов, обеспечивающей электрический запас хода около 180 км. Кроме того, в автомобиле установлен турбированный трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 литра, который действует как генератор и не влияет на привод колес. Общий пробег на бензине и электричестве составляет 800 км, что существенно превосходит пробег китайских конкурентов. С двумя электромоторами One имеет полный привод и общую мощность 240 кВт. Производство осуществляется на ранее упомянутом заводе в Чанчжоу. С началом поставок в середине пандемии COVID-19 Li One начинает свой медленный коммерческий старт. Продажи сначала были неплохими, но далеко позади конкурентов NIO и XPeng. Однако постепенно автомобиль завоевал китайскую аудиторию, и продажи стабильно возросли, достигнув уровня конкурентов. В 2021 году Lisyan уже выпустила более 50 тысяч автомобилей всего за 17 месяцев, установив новый рекорд в области поставок среди новых автомобильных стартапов. В 2022 году Li Auto претерпела полный редизайн своего ассортимента, расширив линейку моделей от существующего внедорожника Li One до 3 совершенно новых конструкций. Первым из них стал полноразмерный кроссовер Li L9, который был представлен в марте. Затем в сентябре того же года были анонсированы укороченные варианты под названием Li L8 и еще более компактная версия Li L7, единственная не имеющая третьего ряда сидений. В октябре того же года Li Auto внезапно объявила о прекращении производства модели Li One, вызвав негативную реакцию у недавних покупателей. В сети начали появляться слухи о том, что якобы у модели One есть проблемы с электроникой. Кто-то говорил, что компания просто нагрела покупателей. Однако стоит отметить, что несмотря на прекращение производства автомобиля, услуги по его обслуживанию продолжились. В конечном итоге на автомобильных форумах, включая созданный Lisyan Auto Home, эксперты писали, что новые автомобили китайских стартапов подобны электронным устройствам. Спустя год они устаревают, а через 2-3 года имеются значительные различия в производительности. Это подтверждается разница между первой моделью One и второй, более новой моделью L9. Достаточно, чтобы заставить пользователей перейти сразу на L9, даже за дополнительную плату в 100 тысяч юаней. Кроме того, компания заявляет, что новая модель L8 доступна для доставки сразу после анонса, что свидетельствует о том, что в компании рассматривают One как устаревшую модель. Инвесторы признали, что Li Auto выбрала правильную стратегию, сфокусировавшись на электромобилях с расширенным запасом хода. Электромобили EREV оснащены дополнительным энергетическим блоком, часто маленьким двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивает работу автомобилей даже в случае отсутствия станции зарядки. Например, когда заряд аккумулятора снижается до определенного уровня, включается двигатель внутреннего сгорания, что запускает генератор. Его задача – обеспечить энергией электромотор, а также зарядить аккумулятор.
Благодаря использованию такой системы передачи становится возможным увеличение дальности пробега, что может быть проблемой в других электрических или гибридных автомобилях. Основное преимущество ER-EV заключается в том, что несмотря на наличие двигателя внутреннего сгорания, они практически так же экологичны и энергоэффективны, как и аккумуляторные электромобили, так как ДВС используется только для поддержания заряда аккумулятора и не используется непосредственно для привода автомобиля. В ноябре 2023 года Li Auto представила свою четвертую модель Li Mega – полноразмерный флагманский минивэн на аккумуляторном электроприводе. Дизайн Li Mega выделяется своим уникальным стилем, который слегка напоминает форму китайского высокоскоростного поезда. Li Mega станет первым автомобилем, использующим батарею Qilin от Kettle, лидера производства батарей в мире. Батарея Qilin способна обеспечивать ультрабыструю зарядку 5C. Согласно заявлению Li Auto, это позволит проехать 500 км после всего 12-минутной зарядки. В ходе разработки электромобиля на батарейном электроприводе Li Auto начала инвестировать в создание зарядных станций с целью установить 300 ультрабыстрых станций зарядка 5C по всей территории Китая к концу текущего года. Кроме того, Li Mega обещает мощную производительность, позволяющую разогнаться до 100 км в час всего за 5,5 секунд. Его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,21 CD, что делает его наименее сопротивляемым минивэном в мире, согласно заявлению компании Li Auto. Неудивительно, что с момента своего создания стартап был убыточным, потеряв 1,5 миллиарда юаней в 2018 году, затем больше 2 миллиардов в 2019. Согласно финансовым отчетам, опубликованным в феврале 2024 года, Li Auto впервые заработала чистую прибыль только лишь в 2023 году, которая составила 11,8 миллиарда юаней. За весь 2023 год выручка Li Auto превысила 100 миллиардов юаней, что оказалось выше прогнозов. Интересно отметить, что 3 новых стартапа в китайской автомобильной индустрии могут сосуществовать успешно, поскольку каждый из них выбрал свой собственный подход к рынку. NIO фокусируется на клиентском опыте, XPeng на бренде для технологических энтузиастов, а Li Auto решает проблему дальности поездок. Все они занимают свою нишу на рынке, избегая прямой конкуренции. Британец Руперт Хугевер, который составляет рейтинг самых богатых людей Китая, сообщает, что состояние Лисяна в 2023 году составило 9,6 миллиардов долларов. В конечном итоге можно сделать вывод, что Лисян своим примером показал, что настойчивость и упорный труд являются ключевыми факторами успеха, важнее, чем наличие высшего образования, которое не всегда является обязательным. Однако в определенных обстоятельствах оно может быть необходимым. Спасибо, что досмотрели. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Интересно узнать ваши мысли по поводу китайского стартапа Лисян.